Здравствуйте, друзья! Вчера вечером в Новой Каховке сдетонировал склад боеприпасов российских оккупантов. Склад был большим, поэтому взрывался долго и масштабно. Пострадали расположенные в городе здания, пострадали жители города, сообщается о погибших гражданских. Конечно же, российская сторона отказалась признавать, что взорвались именно боеприпасы. Ведь признать это означает признать свою ответственность за разрушение и гибель людей. Потому что тогда ведь окажется, что это российская армия разместила БК в густонаселенном районе в черте города, подвергая таким образом опасности местное население. Поэтому Россия не придумала ничего лучше, как обвинить Украину в том, что эта Украина, оказывается, якобы обстреляла склад с гуманитарной помощью, в результате чего взорвались и всю ночь детонировали минеральные удобрения. Видимо, российскому обывателю покатит и такое. При этом, когда корреспонденты попросили разрешения поснимать разрушенный склад гуманитарной помощи, руководитель Центра гуманитарной помощи в Новой Каховке Наталья Казарян заявила, что снимать нечего. Все сгорело без остатка, ничего не осталось. 35 тонн продуктов просто разлетелись на атомы. И снимать пепелище нельзя, потому что очень секретно. Гуманитарный пункт пострадал сегодня при ночном обстреле со стороны ВСУ. Как там сейчас обстановка, расскажите. Его просто нет. Его больше нет. Ни продуктов питания, ничего. Все сгорело. Оставалось у нас на складе после последнего получения гуманитарной помощи около 35 тонн. Это все полностью сгорело. Но подобраться туда сейчас можно? Нет, нельзя. Категорически нельзя. Есть ли шансы, что что-то осталось, хотя бы что-то? Нет, там ничего не осталось. Есть фото, человек ездил туда, фотографировал, там ничего уже не осталось. Но самое главное дальше. Представитель оккупационной администрации запросто открытым текстом признает, что после прихода России в Новой Каховке уже 4 месяца не платят ни зарплаты, ни пенсии. И люди только и выживают благодаря раздаче еды. Сколько там чего хранилось, что там было вообще и насколько оно было важно для города, для района? Для города это было очень сильно важно, так как у нас ни пенсии, ни заработной платы не получает никто. Мы людей кормили, помимо того, что город, мы еще кормили районы. Очень много районов, даже на передовую отправляли продукты питания. То есть российские освободители уже 4 месяца, даже больше, с февраля просто морят людей голодом, сознательно устраивая на захваченных ими территориях гуманитарную катастрофу. А в это же время российское телевидение выпускает один за другим победные репортажи о том, как жители вот этих вот захваченных территорий Украины рады приходу российской армии, как стало лучше и веселее там жить. И вот этот факт, он на самом деле ярчайшим образом показывает истинное отношение россиян к населению захваченных ими территорий и к населению Украины в целом. Они реально ненавидят людей. Они никого здесь не освобождают, как они говорят. Они пришли не освобождать, а грабить местное население. И вот тому подтверждение. Их же пропаганда фактически между строк это признает. Друзья, вот очень важно поделиться этим видео. Эту информацию надо распространять. Распространяйте правду о том, что происходит на захваченных территориях Украины. Поделитесь видео в соцсетях и подписывайтесь на канал. Это тоже очень важно.